После того, как мы научились создавать папку в интерфейсе программы «Проводник», нам будет легко научиться создать файл в этой же программе. Для этого запускаем программу «Проводник». Далее надо найти и открыть папку, в которой будет создаваться файл. Я буду создавать файл для ввода текста на диске C в папке «Тексты», вложенной в папку «Мои файлы». Затем надо вызвать всплывающее меню правой кнопкой мыши. В этом меню найти команду «Создать». Во втором всплывающем меню выбрать тип файла. Что такое тип файла? Как мы помним, информация, которая хранится на компьютере, бывает текстовая, звуковая и визуальная. Поэтому можно предполагать существование трех типов файлов. Так как визуальная информация бывает в виде неподвижных изображений, это фотографии или картинки, а также в виде подвижных изображений, которые еще часто сопровождаются звуковой информацией, то есть видеофильмы, можно предполагать существование четырех типов файлов. Логично было бы предположить, что программа «Проводник» во всплывающем меню разрешит создать кроме папок еще 4 вида объектов, а именно файлы текстовые, звуковые, фото и видео. Но во всплывающем меню на моем компьютере я вижу более 4 строк, определяющих тип файла. Причина этого в том, что внутри каждого вида информации имеются файлы разных типов. Эти разные типы файлов связаны в первую очередь с программами, которые эти файлы создают. Программы на компьютере, позволяющие просматривать и изменять информацию, называют редакторами. Есть много редакторов от разных разработчиков программного обеспечения. Например, на моем компьютере в настоящий момент установлены 10 программ, которые могут создавать файлы. 7 из этих 10 являются программами-редакторами, а 3 – это программы-архиваторы. Я пока не буду говорить о программах-архиваторах. Каждая из 7 программ-редакторов создает файлы своего типа и может работать только с этими файлами. Каждая программа имеет индивидуальные особенности в ее использовании, поэтому при создании файла надо предполагать, что вы знаете, как работает программа, связанная с этим файлом. Программа-проводник не может работать с содержимым каждого отдельного файла. Она только позволяет создать файл определенного типа. Всю работу по созданию содержимого файла и его изменению будет выполнять программа-редактор, связанная с файлом именно этого типа. Из 7 программ-редакторов, установленных на моем компьютере, 3 позволяют создавать текстовые документы. Это программа Microsoft Word, она работает с файлом типа Microsoft Word. Это программа Microsoft Publisher, она работает с файлом типа Microsoft Publisher. Это программа Блокнот, она работает с файлом типа текстовый документ. Попробуем создать файлы всех этих типов. Чтобы создать файл, надо выбрать тип файла. Файл создается в открытой папке. Он получает название, заготовленное программой «Проводник». Можно изменить имя файла в соответствии со своими планами. Для того, чтобы получить больше информации о файлах, выберем режим «Таблица» на вкладке «Вид». Мы увидим тип файла, а также его размер. После создания файла в программе «Проводник» размер файла равен 0. Это означает, что в этом файле нет никакой информации. У файла документа типа Microsoft Publisher есть какая-то небольшая стартовая информация. Она не является информацией пользователя. Позже мы рассмотрим работу некоторых программ-редакторов. Установить имя файла можно во время создания. Но можно создать файл с именем, сформированным автоматически, а потом файл переименовать. В любом случае работает один и тот же механизм. Чтобы присвоить другое имя файлу, устанавливаем курсор на название файла и вызываем всплывающее меню правой кнопкой мыши. Выбираем там команду «Переименовать». Меню исчезает. Название файла выделяется синим цветом и помещается в рамочку. Введем новое название с клавиатуры. Все буквы вместе с синим фоном исчезают. В рамочке постепенно появляется новое название этого файла. Когда название введено, нужно зафиксировать изменения.
Для этого нажать клавишу «Ввод» или установить курсор на пустом поле открытой папки вместе со щелчком левой кнопки мыши. Программа «Проводник» позволяет каждый файл любого типа копировать и удалить. Файлы текстов, документы и изображений можно напечатать. В следующих разделах урока я расскажу, как это сделать.